Добрый день, уважаемые зрители канала «Газета Садовод Видео». Сегодня мы с вами будем формировать кусты томатов. Дело в том, что помидоры способны сильно разрастаться. Из пазухи каждого листочка вырастает пасынок, который образует стебель. На нем вырастают новые пасынки. И если мы вовремя не вмешаемся в процесс формирования куста, то все силы растения потратят на образование зеленой массы, а не на рост и созревание плодов. Да и сами листья, затеняя друг друга, будут чахнуть, болеть, и в результате хорошего урожая мы не получим. Впрочем, сразу оговорюсь, не все томаты требуют нашего вмешательства. Начнем по порядку. Сорта и гибриды томатов бывают индетерминантные, полудетерминантные и детерминантные. Эта информация должна быть указана на упаковке семян. Иногда производители просто обозначают их как высокорослые, среднерослые и низкорослые сорта и гибриды. Индетерминантные, высокорослые, имеют неограниченный рост основного стебля. Именно индетерминантные или высокорослые томаты формируют в один стебель. То есть все пасынки без исключения удаляют. Что такое пасынки? Пасынок – это боковой побег. Все боковые побеги на растении томата произрастают из пазух листочков. Для того, чтобы отличить листочек от пасынка, следует просто внимательнее посмотреть на куст. Пасынок никогда не растет на голом стебле. Всегда вначале будет расти листок, и только из пазухи листа, то есть из места, которое расположено между листочком и основным стеблем, будет расти побег, пасынок, довольно быстро увеличивающийся в размерах. Удалять пасынки лучше в утренние часы, желательно в солнечную погоду, чтобы ранки на растении быстро заживали. Пасынки надо отламывать, причем оставлять небольшой пенек, чтобы на этом месте не рос новый пасынок. Как я уже говорил, на индетерминантных сортах и гибридах удаляем все пасынки без исключения. Таким образом, формируем растения в один стебель. Удалять необходимо и нижние листья по 1-2 в неделю, когда они практически уже не нужны растению, и для вентиляции нижней части растений. К моменту вырастания плодов на первой кисти обычно заканчивают удаление всех листьев до нее. Не стоит допускать само отмирание листьев из-за возможности грибковых заражений. Теперь поговорим о полудетерминантных, среднерослых сортах и гибридах. Полудетерминантные могут в любой момент завершковаться, закончить свой рост в самый неожиданный момент. Такие томаты лучше ввести в 2 стебля. Для этого мы оставляем пасынок, который находится под первой цветочной кистью, и формируем из него второй стебель. Остальные пасынки удаляем, кроме самого верхнего. Как я уже говорил, главный стебель томата полудетерминантного сорта может завершковаться, то есть закончить рост в любой момент. И когда это произойдет, и если это произойдет, этот верхний пасынок заменит главный стебель и продолжит развиваться. А если мы видим, что главный стебель продолжает расти, то мы этот пасынок просто удалим. С нижними листочками поступаем так же. Удаляем постепенно, чтобы к моменту вырастания плодов на нижней кисти все листья были удалены до нее. И немного о детерминантных сортах. Детерминантные томаты, или как их называют низкорослые, отличаются тем, что прекращают свой рост после завязывания определенного количества кистей, 4-5 как правило. Они не разрастаются так, как предыдущие, и поэтому многие садоводы их вообще не посынкуют. Но если вы хотите получить ранний урожай, то лучше все-таки немного разрядить куст и формировать в 3 стебля, оставляя самые сильные пасынки. Ну а во второй половине августа, это для Ленинградской области, необходимо прищипнуть все верхушки. Так мы остановим рост растений, а всю энергию направим на созревание плодов. Но что делать, если вы не хотите посынковать, подвязывать, формировать кусты томатов, а желаете лишь одно – к столу получить вкусные и ранние томаты, и выращенные лично вами? Выход есть.
вам надо выращивать штамбовые томаты. Штамбовые томаты – это разновидность детерминантных, только у них более низкий рост и крепкий стебель. Вот они как раз не требуют ни подвязывания, ни посынкования. У меня они растут прямо на улице. Хотя на севере Ленинградской области, да в такое холодное лето, я сомневаюсь, что чего-нибудь вырастет. Но вам я желаю хорошего урожая и всего самого доброго. Да, и не забудьте подписаться на наш канал «Газета Садовод. Видео».